Всем привет! Сегодня обзор комплекта сцепления для Renault Logan 1.6 под трос сцепления, диаметр самого сцепления 200 мм. Я думаю, после сегодняшнего видео при выборе комплекта сцепления на Renault Logan у вас больше чем половина вариантов сразу отпадет, останется несколько вариантов. Сегодня мы найдем именно эти два хороших варианта, которые будут высокие по качеству и при этом приемлемые в цене, и также из высокого качества, и будем говорить так, из высокой цены. Какие-то варианты мы узнаем об этом немного позже. Перед тем, как мы перейдем к обзору сцеплений, поставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал. Начнем с того, что у нас представлены сегодня варианты по производителям. Это комплект сцепления компании Luke, QSP, Valeo, Asam и Nexus. Комплект сцепления компании Asam. Это у нас румынский производитель, низкого, будем говорить так, качества. Проверим сразу лепестки корзины. То есть выжимной подшипник, если мы прикладываем его к лепесткам, не должен иметь большого люфта, то есть все лепестки практически должны быть на одном уровне. То есть чтобы не было, что один лепесток выше, другой ниже. То есть таким образом у нас может уйти, естественно, на перекос подшипник, имеется выработка на лепестке каком-либо, либо на самом подшипнике и так далее. Также это желательно проверить уже и после установки самой корзины на маховик. То есть когда мы уже собрали полностью сцепление, прижали корзину, опять же лучше проверить, потому что бывает, случается, что есть заводской брак, после затяжки самой корзины лепестки немного меняют форму и начинают либо уседаться какой-то, либо наоборот больше торчать, выглядывать, чем остальные лепестки. То есть в данном случае у нас со самым в принципе все нормально, есть небольшой люфт, но он допустимый. На самой корзине есть только серийный номер, больше никакой информации нету и не видно, чтобы лепестки корзины проходили какую-то термическую обработку, то есть следов закалки на них тоже нету. Если же смотреть уже на сам подшипник выжимной, в комплекте, который идет к Asam, то здесь уже больше возникает вопросов именно к качеству самого производителя сам. То есть уже видно, как смещен сам подшипник своей оси. То есть качество здесь, будем говорить так, невысокое. Если осматривать сам диск сцепления, на нем есть сквозные заклепки. Если говорить о толщине самого диска сцепления, он практически 8 мм. То есть, в принципе, осмотрев Asam, мы уже убедились в том, что, в принципе, как комплект сцепления самый бюджетный по стоимости довольно неплохо, но учитывая качество выжимного подшипника, то есть ставив такое сцепление, подшипник бы, конечно, желательно купить отдельно. То есть это уже, будем говорить так, минус для бюджетного производителя. Теперь перейдем к комплекту сцепления, о котором говорилось в начале видео. То есть хороший вариант бюджетный по низкой стоимости, но по хорошему качеству. Это у нас комплект сцепления от компании Nexus. То есть это польская компания, будем говорить так, среднего качества. Иногда даже уступает среднему, будем говорить так, лидирующей среди бюджетного. То есть многие приравнивают компанию Nexus уже к качеству, как и Asam. Но на самом деле рассматривают ту же корзину компании Nexus. На ней у нас есть фирменный логотип компании Nexus. Осматривая уже лепестки корзины и прикладывая, допустим, тот же выжимной подшипник, который у нас идет в комплекте, никаких люфтов на лепестках корзины нет. Если же осматривать сам выжимной подшипник, который мы только что проверяли лепестки, то здесь у нас подшипник компании Sachs. То есть довольно неплохое преимущество у компании Nexus. То есть покупая бюджетный вариант, который по качеству, будем говорить так, средний, по стоимости немного дороже, чем Asam, но при этом мы получаем неплохого качества корзину, выжимной подшипник компании Sachs. Осмотрев уже диск сцепления, то есть на нем также есть фирменный логотип компании Nexus, как и на корзине, есть сквозные заклепки, есть борозды на самофрикционные накладки. На задней стороне также указана информация о стороне установки самого диска сцепления. Если померить уже толщину диска сцепления, то в принципе такая же, как и у диска сцепления компании Asam. То есть, будем говорить так, это один из лучших вариантов, который можно при выборе комплекта сцепления на Renault Logan. То есть недорогой по стоимости и хороший по качеству, при этом мы получаем еще и выжимной подшипник от компании Sachs. Если же мы возьмем комплект сцепления компании Valeo, казалось бы, хороший производитель, французский, высокое качество, подшипник у нас здесь компании Inna, но если проверить те же лепестки уже на корзине Valeo, то уже не прикладывая подшипник, видно
насколько идет большой разброс на лепестках корзины. То есть их довольно не так, чтобы там один или два лепестков немного выглядывал, то здесь через один выше, другой ниже другого и так далее. Прикладывая тот же выжимной подшипник, который идет в комплекте, уже есть большие люфты. На самой же корзине есть фирменный логотип Valio, есть серийный номер, каталожный номер и сделано во Франции. Если же осматривать уже сам диск сцепления, то здесь у нас вопросов никаких не вызывает, потому что это оригинал либо подделка. В данном случае это у нас оригинальный диск сцепления. Здесь у нас на фрикционной накладке есть фирменный логотип Valio с двух сторон. Также пружины разных цветов, и на самой пластине диска сцепления также есть фирменные логотипы компании Valio. Также есть и серийный номер, и сделано во Франции. Также из бюджетных вариантов у нас есть комплект сцепления компании QSP-M. Это у нас производитель Венгрия. По стоимости комплект сцепления будет немного дешевле, чем комплект сцепления люк, но по качеству, конечно же, значительно ниже. В данном случае у нас на корзине есть только серийные номера, больше никакой информации нету. То есть о производителе, что это, допустим, QSP, на корзине нету. Если же взять подшипник уже выжимной, приложить к самой корзине, то в принципе особых люфтов нету. Если же смотреть на сам подшипник, здесь у нас есть только серийный номер, информации о производителе также нету. Если же мы возьмем уже диск сцепления, те же самые серийные номера, как и на самой корзине, больше никакой информации нету. Если же померить уже толщину диска сцепления, тут уже практически 8 миллиметров. То есть QSP-M это у нас, как будем говорить, так, бюджетный вариант, который немного лучше, чем осамовский, но при этом дороже, чем Осам либо же Nexus. И, конечно же, есть у нас комплект сцепления компании Люк. Один из высокого качества. И сейчас мы смотрим, действительно, это так и есть. Если мы возьмем уже саму корзину сцепления, то мы уже сразу видим следы побежалости, то есть следы закалки самих лепестков корзины. То есть это уже говорит нам о хорошем качестве. То есть если на всех предыдущих сцеплениях этого было не видно, либо просто лепестки были закрашены в черный цвет, чтобы не было возможности определить, были ли следы закалки даже по внутренней стороне, они также были и с внутренней стороны окрашены, то в данном случае есть следы закалки. В комплекте к сцеплению есть выжимной подшипник от компании Ina. Если мы прикладываем сам подшипник к лепесткам, то никаких люфтов нету. Все лепестки выполнены на одном уровне. Единственное, что одна из самых главных проблем — это отличить оригинальный комплект сцепления люк от подделки. В данном случае у нас есть видео на нашем канале, в котором также вы можете ознакомиться. Если будете покупать в других магазинах, можете проверить для себя, подделка это или оригинал. В наших же магазинах у нас оригинальные запчасти, потому что мы работаем только с официальными поставщиками запчастей. Можем посмотреть на фирменный логотип люк, отпечатанный на корзине, и также это продублировано уже на самих лепестках корзины. То есть это нам подтверждает оригинальность данного комплекта сцепления. На диске сцепления компании Люк также есть фирменный логотип и люк, на самой фрикционной накладке есть серийные номера, на металлической части также у нас есть клеймо люк, есть печати люк, есть серийные номера. Толщина же тормозного диска компании Люк чуть больше 8 мм, то есть будем говорить так, самая большая толщина из всех представленных комплектах сцепления на сегодняшнем обзоре. Подводя итог по сегодняшним комплектам сцепления, немного расстроило то, что ни один из производителей не укомплектовал комплект сцепления направляющий, то есть для удобства, чтобы не изготавливать ее, не искать, просто купить комплект сцепления и поменять. То есть это, конечно же, минус для всех производителей на сегодняшнем видеообзоре. В целом же, если учитывать стоимость замены комплекта сцепления на СТО или же менять самостоятельно, учитывая, сколько потребуется потратить времени на это и сил, то, конечно же, лучше взять хороший комплект сцепления, например, тот же люк. И второй вариант, это же, конечно же, будет комплект сцепления Nexus. Он недорогой по стоимости, но при этом мы получаем неплохое качество корзины, выжимной подшипник компании Sachs, то есть довольно неплохое в стоимости, учитывая, какие преимущества нам предоставляет на сегодняшнем видеообзоре компания Nexus. Впоследствии уже чего уже можно было обратить внимание на комплект сцепления компании QSP Венгрия, конечно же Valio, но если рассматривать уже комплект сцепления сам, то
при покупке его, конечно же, желательно уже и купить отдельно к нему и выжимной подшипник. Надеюсь, данная информация будет для вас полезной. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. В описании под видео будет ссылка на наш магазин, Telegram, Instagram и Facebook. Также будут все каталожные номера комплектов сцепления на сегодняшнем видеообзоре. Всем удачи на дорогах и до новых встреч!